Добрый день, меня зовут Ужас Дусенов, генеральный директор Казака Solutions. Сегодня мы расскажем, как производим казахстанский биопрепарат Mika Oil для очистки почвы и воды от нефтяных загрязнений. К сожалению, процессы нефтедобычи неразрывно связаны с загрязнением объектов окружающей среды, что негативно влияет на все живые организмы экосистемы, в том числе и на человека. Поэтому очень важно не допускать аварийных ситуаций по разливу углеводородного сырья, а в случае допущения таких ситуаций как можно быстрее ликвидировать последствия. И биологические методы в данном случае являются наименее инвазивными для объектов окружающей среды и наиболее эффективными. Итак, все начинается с почвы. Вернее, с исторически загрязненных земель Западного Казахстана, а именно от Атырауской и Мангыстауской областей. Из данных хронически загрязненных почв методом скрининга отбираются наиболее активные штаммы деструкторов, обладающие повышенной деструктивной активностью по отношению к нефтяным углеводородам. Затем данные микроорганизмы подвергаются многочисленным изучениям, адаптации и собираются в ассоциацию, в нашем случае, из 8 нефтеокисляющих штаммов микроорганизмов, куда входят 4 бактериальные культуры, 4 дрожжевые, которые взаимно дополняют друг друга и являются узкоспецифичным каждый к своему субстрату. Например, одна культура потребляет длинноцепочные соединения парафина, другая культура специализируется на полициклических ароматических углеводородах. Культуры микроорганизмов подвергаются первичному созреванию, затем переносятся в нашу линию, состоящую из 3 ферментеров биореакторов. Биореактор – это такой аппарат, в котором в режиме реального времени контролируются основные параметры для жизнедеятельности и метаболизма наших микроорганизмов. По истечению сроков культивирования, который составляет определенный период экспозиции, наш биопрепарат, по сути, готов к применению. Готовый биопрепарат в виде концентрированного клеточного раствора либо порошкообразной форме применяется по месту назначения, либо в местах аварийного разлива нефтяных углеводородов, либо в местах исторического загрязнения. Таким образом, наши микроорганизмы проделали большой путь и вернулись на то же место, откуда мы их выделили. В настоящий момент наша музейная коллекция активных микроорганизмов-деструкторов нефтяных углеводородов составляет около 100 уникальных штаммов. ТО Казака Solutions совместно с партнерами в лице ТО Биоклин, Институтом почвоведения, Институтом ботаники и фитоинтродукции ведет постоянные научно-исследовательские работы по увеличению эффективности биологической ремедиации и по восстановлению потенциала пастбищных угодий, нарушенных в результате антропогенной деятельности в местах добычи углеводородного сырья. В ходе работ над созданием биопрепарата коллективом исследователей были получены 3 патента на изобретение Республики Казахстан: патент на способ получения биопрепарата, патент на биопрепарат Mika Oil и патент на агромикробиологическую технологию его применения. Все 3 патента в настоящий момент действуют и имеют охранный статус. Однако, каким бы ни был эффективным биопрепарат, его вклад в биологический процесс разрушения нефтяных углеводородов составляет не более 50%. Вторая половина успешного процесса биологической очистки лежит на комплексе агротехнических мероприятий, которые создают благоприятные условия для жизнедеятельности и метаболизма микроорганизмов. Так, необходимо создать условия для аэрации пласта путем механической обработки почвы, орошения и внесения комплекса минеральных и органических удобрений для обеспечения дополнительного источника углерода и энергии для нефтеокисляющих микроорганизмов. Именно комплекс таких мероприятий совместно с внесением биопрепарата способен снизить содержание или полностью очистить почву от нефтяных загрязнений. Получается, наш цикл замкнулся. Мы взяли микроорганизмы из почвы и вернули их туда же. При этом сделали большую работу по очистке почвы от нефти.